привет, друзья! Сегодня предлагаю нам с вами изготовить вот такой чудо-цветок с лепестками из сутажного шнура и фатина. Также здесь использованы бусины на леске и вот такая вот декоративная лента для упаковки подарков. Давайте начнем наш видеоурок. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Итак, друзья, сегодня мы с вами сделаем декоративный цветок, который можно потом будет использовать в композициях, на ободках, на заколочках или просто для декора интерьера. Для основных лепесточков нам понадобится вот такая вот упаковочная лента нестандартной ширины 6 сантиметров и 3 миллиметра. По бокам здесь прошита лента вот такой проволокой, поэтому она легко фиксируется в нужном состоянии. То есть объемный бант легко из нее создать на подарки и так далее. Вот из нее-то мы будем делать вот такие вот лепесточки нашего цветка. И также для вот таких вот полупрозрачных лепестков, воздушных очень, нам понадобится фатин и сутажный шнур золотистого цвета. Фатин я нарезала на квадраты. Потом из них покажу, как сделать лепесточек. Для работы нам также понадобится иголка с ниткой. И для серединки цветка можно использовать вот такие вот бусины на леске золотого цвета. А кроме этого, фетровый кружок, основа для цветка, диаметром 2,5 см, ножницы и термоклей. Для вот такого вот лепесточка мы берем отрезок ленты длиной 7,5 см. И ширина, как я уже сказала, у этой ленты 63 мм. Держа вот таким образом отрезочек, совмещаем две вершинки вот таким образом и фиксируем на капельку клея. Складываем немножко напополам, срезаем по косой и прижигаем огнем. Расправляем наш лепесточек. Далее вот по основанию я тоже прошла здесь огнем. Мы прошьем иголочкой с ниткой. Чтобы нам присборить лепесточек. Вот такой лепесток у нас получился. Закрепляем ниточку. Таких лепесточков нам нужно 5 штук. И теперь займемся выполнением вот такого вот ажурного воздушного лепестка из фатина. Для этого я беру квадратик фатина 7,5 на 7,5 сантиметров. И мне нужны две полоски сутажного шнура, которые я буду подклеивать с двух сторон нашего квадратика. Можно чуть-чуть подлиннее отрезать. Можно подложить линеечку. Можно вообще совершать все эти процедуры на силиконовом коврике. Я наношу полосочкой термоклей на одну сторону сутажного шнура, потому что кто работал с ним, знает, что он не круглый, а плоский. Вот одну часть
На одну часть мы наносим и приклеиваем. С левой стороны нашего квадрата. Теперь также приклеим с правой стороны. То же самое с правой стороны. Ну, такая вот немножко пока непонятная конструкция, да, у нас получилась. Вот, теперь мы к левой этой части должны присобрать весь наш квадратик. Таким вот образом. Раз. Собираем. Собираем. И когда осталось уже немного, вот сюда наносим капельку клея. Аккуратненько. И присоединяем. Можно воспользоваться пинцетом. Если вы боитесь обжечь руки термоклеем. Лишнее можно так вот подпалить огнем. Если вы вышли за границы, да, здесь фатина. Клей застыл. И теперь мы также присобираем внизу фатин. И на капельку клея совмещаем эти две полоски. Ну, такие лепесточки получаются. Можно даже из них отдельно собрать цветок, если вы хотите нечто воздушное, полупрозрачное. Очень хорошо смотрится. Лишнее можно состричь. Опалили огнем. Вот такой декоративный лепесточек. Я таких очень много сделала. Золотых лепесточков на наш цветок нужно 5 штук. 5 штук, и можно 5 штук добавить снизу. Да, потом решим. Смотря насколько вы объемный хотите получить лепесточек, цветок. Итак, давайте собирать цветок. Сейчас возьмем фетровый кружочек и будем совмещать наши лепестки. Капельку клея наносим на лепесточек, на основание лепестка и подклеиваем.
Вот такой вот цветочек. Первый ряд у нас готов. И теперь будем подклеивать сверху в шахматном порядке лепестки полупрозрачные. Таким же образом наносим капельку клея на один из уголков. Пятый лепесточек доклеиваю. А снизу мы можем подклеить тоже золотые лепесточки, чтобы сделать наш цветок более ажурным. Тоже в шахматном порядке между лепестками красными подклеим нижний ряд, и можно будет заняться серединкой. Да, с 3 рядами лепестков мне гораздо больше нравится такой цветочек. Сейчас мы еще сделаем у него серединку, заполним. И вполне может такой чудо-цветок украсить прическу какой-то царевны. Может быть, даже в русском народном костюме. В сарафане, например. Если вы клеите нижний ряд еще, то есть смысл красиво закрыть изнанку, да, тоже фетровым кружочком, что мы и сделаем. Чтобы удобнее было крепить к заколочке или к ободку. Да, вот так выглядит цветок с изнанки. И вот для серединки здесь можно придумать просто красивую ювелирную стразу, полубусину. Но мне хочется, чтобы цветочек был тоже объемный, и я хочу в качестве тычинок сделать у него вот такие вот бусинки на леске. Также у меня осталось несколько квадратиков фатина, 5 или даже 6, да, квадратиков. Что можно с ними сделать? Да? Можно заполнить ими серединку, такую тоже воздушную. Для этого мы берем квадратик и в виде ромбика к себе вот так вот разворачиваем и делаем, вот так вот складываем, чтобы было 4 краешка здесь. Потом одну часть отворачиваем вверх к себе, а другую от себя назад. Ну и такая кисточка получается.
которая может заполнить собой серединку. Более того, я хочу сюда добавить вот такие вот тычинки, поэтому я отрезаю небольшой фрагмент этой лески и вот помещаю вовнутрь этой вот кисточки, да, можно так сказать. Основание мы скрепляем капелькой термоклея. Немножко ждем, пока схватится клей, пока чуть-чуть остынет. Вот все мы закрепили. И вот такой элемент у нас получился. Будем такими элементами заполнять серединку нашего цветка. Итак, отрезаем, делаем петельку. Берем квадратик фатина. Держим к себе как ромб. Отворачиваем наверх нижнюю часть. Делаем 4 уголочка. И где-то примерно посередине правый край наверх отгибаем, а левый назад от себя. Получаем кисточку и в серединке помещаем петелькой. Вы можете ее сделать вообще абсолютно по-другому, да? В любом случае вот эти вот качающиеся бусинки очень-очень хорошо смотрятся. Здесь главное не обжечь пальчики. Немножко нанести клей, подождать, пока он чуть-чуть остынет, чтобы зафиксировать нам. Раз уж у меня 6 квадратиков осталось, ну, значит, использую все. Оставшиеся лески можно тоже подклеивать на термоклей, да, к цветку. А все пойдет в ход, да, ничего не останется. Ну, вот несколько таких кисточек мы сделали, и сейчас будем подклеивать их в серединку. Терпеливо ждем, пока остынет клей. И последняя кисточка. Вот сюда. Можно расправить кисточки, убедиться, что все наши тычинки посажены на клей, все хорошо схватились, ничего не отвалится. Бусинки играют, немножечко они подрагивают, очень классно. Для какой-нибудь сказочной принцессы, для шляпки или для заколки. Такой вот цветок. Можно посадить его на резинку, да, или на ободок.
Смотрите, вот такой вот у нас цветок получился. Давайте померяем диаметр цветка. 15 сантиметров цветочек. Спасибо, друзья, что были со мной. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Делайте красоту. Всем желаю творческих успехов, вдохновения. И до новых встреч. Пока-пока.